Почему, когда вы идете в магазин голодные, то покупаете больше еды, чем когда отправляетесь туда сытые? Почему ранним утром вы обещаете себе, что вечером ляжете спать пораньше, но снова засыпаете после полуночи? Или почему планируете начать с понедельника новую жизнь, но так никогда ее и не начинаете? Вероятно, дело в когнитивном искажении «разрыв эмпатии». Разрыв эмпатии – это недооценка влияния биологических и психологических факторов на свое или чужое поведение, таких как голод, жажда, тяга к наслаждениям, боль и сильные эмоции. Эти факторы мы не можем контролировать напрямую. Например, перестать хотеть есть или моментально успокоиться, но мы можем влиять на них косвенно. Об этом вы узнаете в конце ролика. А пока подпишитесь на канал и помогите проекту развиваться. Разрыв эмпатии появляется между двумя состояниями. Между холодным, когда мы в безопасности, спокойны или сыты, и горячим, когда мы в опасности, возбуждены или голодны. Так как нам трудно осознавать эти состояния как временные, мы рискуем принимать импульсивные или недальновидные решения, не отвечающие нашим настоящим интересам. В одном эксперименте участников попросили указать уровень своей готовности терпеть боль за деньги. Первой группе, перед тем, как назвать сумму, дали познать пример этой боли. Вторая группа должна была назвать сумму через неделю после ознакомления с болью. Третья группа не испытала боли вообще. В итоге первая группа, которая только что испытала боль, указала самое большое денежное вознаграждение. На втором месте пережившие ее неделю назад. А те, кто вообще не испытывал боли, запросили самую низкую компенсацию. То есть, когда мы находимся в безопасности, мы можем недооценить будущее несчастье и переоценить свою готовность к нему. А когда попадем в критическую ситуацию, сильные эмоции могут помешать нам действовать рационально. Так недобросовестные работодатели будут торопить вас подписать невыгодный контракт или умалчивать детали будущей тяжелой работы. Позже вы услышите от них или кого-то другого, что это был ваш собственный рациональный выбор. А если начальник напишет вам неприятное письмо, то с пылу с жару вы можете ответить ему очень грубо. Когда эмоции утихнут, то вы, вероятно, пожалеете о своих поступках. Разрыв эмпатии также появляется, когда мы проецируем на других людей свое внутреннее состояние. В итоге можем ошибиться в том, что они на самом деле чувствуют. В ходе другого исследования участников попросили угадать, что будет более неприятным для туристов, которые заблудились в лесу без еды и воды – голод или жажда. Участники, которые отвечали на вопрос до интенсивной кардиотренировки, в основном указывали на голод. Те, кто отвечал на вопрос после кардиотренировки, указывали в основном именно на жажду. Так одинокие не понимают влюбленных, а грустные не понимают веселых. Многие чувства мы никогда не сможем понять, пока сами не попадем в формирующую их ситуацию. Рождение ребенка, смерть родных или постоянная жизнь под обстрелами врага. Поэтому люди, которых миновала война, будут удивляться негативным эмоциям тех, кто ее прошел. Чтобы не провалиться в разрыв эмпатии, стоит отказаться от уверенности, что мы всегда принимаем рациональные решения, и признать, что эмоции могут искажать наши действия. Да, мы не в состоянии отключить свои чувства, но мы можем лучше предсказывать свое или чужое поведение. Для этого важно учитывать не только возможные поступки, но и возможные психические состояния. То есть, прежде чем предсказать, что мы или другие люди могут сделать, мы должны предсказать, что мы или другие люди могут чувствовать. Ведь люди — это не застывшие на века статуи, но они также имеют свою температуру плавления. Добрые могут злиться, терпеливые иногда срываются, креативные впадают в ступор, а сильные расклеиваются. Будущий вы тоже в какой-то степени другой человек. Поэтому, когда вы планируете начать новую жизнь, не зацикливайтесь на озвучивании своих будущих поступков. Лучше заранее сформируйте среду, которая создаст необходимый эмоциональный фон и позволит реализовать задуманное.
То есть не фокусируйтесь на том, что цветок завтра начнет расти, а подготовьте для этого роста благоприятную почву. Итак, разрыв эмпатии – это разница между представлением о том, что испытывают люди, и тем, что они действительно чувствуют. Поэтому прежде чем навязывать ваше мнение, как надо успокоиться разъяренному человеку, подумайте, когда именно ваше мнение стало вашим. Кстати, теперь можно оформить спонсорство прямо на YouTube или вступить в закрытый клуб в Телеграме.